Мобилизация начнется с сегодняшнего дня, 21 сентября. Это просто гигантская паника. Население будет беднеть, бюджет Российской Федерации дефицитный. Все, о чем сказал Путин, потребует огромного финансирования. Финансированием мобилизационных мероприятий займемся мы с вами. Мир нам не нужен. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет! Сегодня вы сами знаете, какие новости. Президент выступил в 9 утра и объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизация начнется с сегодняшнего дня, 21 сентября. Подробнее об этом вы можете посмотреть на любых каналах. Сейчас информационный мир просто завален комментаторами, аналитиками от совершенно дурацких до очень серьезных и подробно разбирающих это обстоятельства. Но мы с вами находимся на канале про бизнес и деньги, поэтому я остановлюсь на экономической стороне этого вопроса. Поехали! Первыми, кто отреагировал на новости, которые объявил президент, стали спекулянты. Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал почти до 2000 пунктов, а индекс РТС до 1000 пунктов. Падение составило примерно 10%. Курс доллара на Мосбирже поднялся до 62 рублей, да, курс евро выше 61 рубля. В общем, давно такого не было, обычно болталось там где-то внизу, и вот наконец рубль стал падать. Тревожные новости поступали еще вчера, когда Госдума во втором и третьем чтении сразу одобрила поправки в Уголовный кодекс о введении понятия частичная мобилизация и уголовные санкции в отношении уклонения от частичной мобилизации, там, дезертирства и прочее. В общем, лихорадило рынок еще вчера, но сегодня рынок придавило окончательно. Да, вы знаете, когда индекс биржи падает на 10%, это чрезвычайное, экстраординарное событие. Иногда его даже называют как черный вторник или какие-то вот такие черные пятницы или дни, когда грандиозный обвал. Вот. И поэтому многие аналитики уже заявили, что фондовый рынок после этого удара уже не поднимется. Я не согласен с этими аналитиками. Сколько раз так было, когда рынок падал просто в полное днище, а потом опять возрождался как птица Феникс. Я надеюсь, я очень хочу надеяться, что так же будет в этот раз, но факт остается фактом. Именно геополитические события сейчас будут определять поведение фондового рынка. Поэтому, если вы инвестируете в акции, если вы хотите дальше продолжать инвестировать или выходить с биржи и так далее, учитывайте, пожалуйста, этот фактор и, пожалуйста, не фиксируйте убыток на дне, чтобы потом покупать на хаях акции. Не надо дергаться, ребят. Когда вот такая вот ситуация, как сейчас, лучше замрите. Владимир Путин заявил, что экономика России будет перестраиваться на военный лад. Я лучше зачитаю, потому что слов у меня пока нет, как это комментировать. Итак, указ о частичной мобилизации также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа. На руководителях предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развертыванию дополнительных производственных мощностей. В свою очередь, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно. Давайте я расшифрую, что конкретно принесет предприятиям и бизнесменам вот этот вот указ о выполнении государственного оборонного заказа. Конкретика следующая. Теперь бизнесмены, предприятия не смогут отказаться от размещения на их мощностях оборонного заказа. То есть все заказы со статусом оборонный будут приоритетны. Грубо говоря, если ты не берешь заказ, но есть у тебя производственные мощности для его выполнения, на тебя будут санкции. Грубо говоря, мобилизация не предполагает дискуссионность и добровольность вступания вот в эти вот бизнес-отношения. Она предусматривает так называемую обязательность вступления или санкции. Санкции вы знаете какие. Всякие там вот эти ответственности, внесенные в Уголовный кодекс и так далее, они намекают на то, что санкции будут самые жесткие для тех, кто захочет игнорировать нужды правительства по выполнению вот этих вот решений президента. Все, о чем сказал Путин, потребует огромного финансирования. Где взять деньги, чтобы профинансировать новые производственные мощности, да? Вот эти расходы на частичную мобилизацию и так далее, там же огромные расходы. Оценка этих расходов несколько триллионов рублей, и это только начало. Где взять эти деньги?
И так как мы с вами находимся на канале про бизнес и деньги, я прежде всего рассматриваю экономический аспект. Конечно, эти деньги нужно будет взять, то ли напечатать, то ли взять долг у населения. И вот, например, если взять в долг, это знаменитые военные облигации. Военные облигации — это способ связать денежную массу, чтобы она не пошла на избыточное потребление, связать эту денежную массу и отправить ее на военные нужды, на мобилизационные нужды. Традиционно во время войн, во время каких-то столкновений и стычек правительство прибегало к выпуску так называемых военных облигаций. Британия выпускала облигации, Германия выпускала облигации, Советский Союз выпускал облигации, все выпускали облигации во время военного времени. Поэтому не исключено следующее, что финансированием вот этих всех вот мобилизационных мероприятий займемся мы с вами. Я не знаю, будет ли это нет, но по всей видимости да, потому что огромные расходы во время вот этих вот катаклизмов и так далее, их невозможно покрыть из бюджета, иначе запускается гиперинфляция, ну вы знаете, да, завтра буханка хлеба будет стоить 1 000 000 рублей, а это уже другие проблемы. Поживем увидим, буду держать вас в курсе и самое главное, буду сообщать о всех самых главных трендах, которые наступают. Какие факторы нас ждут с вами? Давайте разберем поподробнее, чтобы быть во всеоружии. Итак, первое — рост налоговой нагрузки. Потенциальный рост налоговой нагрузки с целью пополнения бюджета для финансирования нужд мобилизации, для финансирования выпадающих доходов. Вы знаете, что очень многие доходы у людей выпадают. Это такие социальные слои населения, которые не могут о себе сами позаботиться, и необходимо где-то собрать деньги. Где? Налоги. Рост налоговой нагрузки обычно идет сперва, потом идут всякие там облигации военные, да, а дальше экспроприация вкладов, сбережений и так далее. Мы пока находимся где-то вот в самом начале пути, до этого, мне кажется, еще далеко. Тем не менее, я хочу, чтобы вы знали о самых экстраординарных формах пополнения бюджета. Далее, урезание расходов на социалку. Хотя социальная стабильность — это приоритет социально-экономической политики страны, но тем не менее, если бабок нет, то, как говорится, на нет и суда нет, да? Понятно? Насколько бабок есть, настолько и будет проводиться социальная политика. Вот. Поэтому, так как в бюджете не очень много доходов, я еще подробнее остановлюсь о том, какой дефицит бюджета запланировался, там несколько триллионов рублей дефицита, да? Хотя раньше, напомню, мы всегда жили в бездефицитном бюджете, я скажу об этом подробнее, поэтому будут точно урезание расходов на социалку, поэтому подготовьтесь. Если вы рассчитываете на социальные пособия и так далее, и это является вашим единственным там как бы надеждой и опорой, вы знаете, это может оказаться не очень надежной опорой, предупреждаю вас. Идем далее. Дальнейший упадок и деградация промышленности, заморозка инфраструктурных проектов. Да, друзья мои, есть очень большие инфраструктурные проекты, как дорога Москва-Казань, как объездные вокруг Москвы, вокруг крупных городов, вы знаете, да? Ну, понятно, что это огромные миллиардные вложения, да? Если денег не будет хватать на самое необходимое, на мобилизационные мероприятия, как вы думаете, как поступит правительство? Ну, конечно же, притормозит эти стройки, а может быть, их остановит. Так говорят аналитики. Я не согласен с этим подходом, я думаю, стройки будут продолжены, да, и деньги просто допечатают. Так запустится движок инфляции. Посмотрим, как будет. Пока нету очевидного ответа. Дело в том, что только сейчас прозвучали сигналы на мобилизацию, только сейчас будет проявляться конкретика. Какие же решения примет правительство, выполняя указы президентов? Посмотрим. Идем далее. Разгон инфляции, падение уровня жизни, но об этом я уже сказал. Дело в том, что традиционный способ финансировать выпадающие доходы — это печатание денег, эмиссия банальная, да? Она приводит к инфляции, к разгону, и когда булка хлеба будет стоить 1 000 000 рублей, не удивляйтесь. Если правительство примет такой способ, мы все с вами примерно догадываемся, что значит гиперинфляция. В 90-е годы Россия уже пережила период, реально гиперинфляции, да? Ставки ГКО, государственных казначейских обязательств, тогда были, представляете, 15% в месяц. Сейчас это смешно говорить, так было. Да, поэтому, раз что-то было, почему она не может вернуться заново? Поэтому, друзья мои, пока таких предпосылок нет, финансовая
схема России пока, другая, но, с другой стороны, лиха беда начала, ведь все может измениться. Вы же знаете, как все быстро меняется. Еще год назад мы с вами жили в одних представлениях, сейчас у нас другие представления, сейчас мы переживаем и пережевываем вот этот вот указ о частичной мобилизации, поэтому давайте так. Я веду эти выпуски про деньги и бизнес, про экономику именно для того, чтобы вы были готовы к любой ситуации лучше других. Идем дальше. Усиление санкционного давления, скорее всего, будет продолжаться. Уже сейчас есть сигналы по референдумам. То есть если Россия примет в свой состав вот эти вот новые территории, то санкции будут увеличены со стороны Германии, Америки, всего там коллективного Запада. Это будет очередной удар по госкорпорациям и так далее. Это будут очередные такие вот дыры, которые необходимо будет заливать финансами. То есть это опять давление на бюджет, и где-то нужно будет эти деньги брать. Реальность вот такая. Частичная мобилизация, 300 тысяч людей дополнительно. Эксперты говорят, содержание одного мобилизованного резервиста, это примерно 5 миллионов рублей. Это включая довольствие, содержание, обмундирование, вот это все. Умножая на 300 тысяч, 1,5 триллиона рублей. Понятно? И это только 300 тысяч мобилизаций в год, 1,5 триллиона. Помимо этого, техника, военные бюджеты и так далее, это еще триллион. Как я уже говорил в прошлых выпусках, 23-й год будет год невероятной структурной перестройки российской экономики. И вот сегодняшнее заявление президента дало этому отмашку, начало. В конце концов, мобилизационная экономика или вот развертывание каких-то вот подходов частичной мобилизации — это вот конкретный шаг. Честно вам скажу, что для меня это такая, неожиданность, но, с другой стороны, теперь уже это факт. Мы с вами не будем игнорировать реальность. Реальность такова, какая есть, и мы будем ее называть, будем называть вещи своими именами для того, чтобы повысить нашу с вами устойчивость. Итак, правительство у нас сейчас находится на хорошей связи с президентом и заранее подготовило свои инициативы по поддержке мобилизационной экономики. Вот видите, геополитические заявления о частичной мобилизации прозвучали сегодня, а проект бюджета с дефицитом 3 триллиона, это чтобы финансировать эти мобилизационные мероприятия, был объявлен вчера. То есть, в принципе, правительство и президент очень большой синхронности находят. Но это не меняет, собственно, экономической подосновы, а экономика следующая. Давайте разберемся вместе. Итак, в 2023 году впервые за последние 10 лет бюджет Российской Федерации дефицитный. Вы знаете, правительство России хронически боялось дефицит в бюджете. Все прекрасно помнят, к чему приводит финансирование дефицита бюджета через внутренние займы и так далее. Гиперинфляция, разгон, люди вообще перестают инвестировать в промышленность, все инвестируют только там, если есть денежки в какой-нибудь доллар там взлетает вверх, и так далее. Все. Деиндустриализация, вообще никто не хочет в России ничего делать, кроме как вот что-то поделал и сбежал и так далее. Поэтому сейчас, когда правительство впервые внесло параметр бюджета с дефицитом почти 3 триллиона рублей, многие аналитики вот такие говорят, вот все. Теперь. Я вам так скажу, я не считаю, что это первое. Это признание реальности. У страны нет денег, надо где-то их брать. Давно пора было приступить к прямому, непосредственному финансированию российской экономики. Создание управляемого дефицита бюджета в размере 3 триллиона рублей — это необходимый минимум, как надо было уже давно финансировать российскую экономику. Только сейчас, наконец, это случилось, но, к сожалению, эти суммы пойдут не на финансирование промышленности, создание новых рабочих мест и так далее, а на нужды мобилизации. И при этом многие аналитики еще говорят, да, у нас же есть фонд национального благосостояния, да, вы знаете, сколько в фонде национального благосостояния денег? Там чуть больше, чем 3 триллиона, и насколько хватит? Если из фонда национального благосостояния финансировать дефицит 3 триллиона, что, считать можете? На 1 год схватит с гаком. И что дальше-то? Поэтому ерунда все эти фонды. Ерунда. Устойчивая, зрелая экономика каждый год производит гигантское количество денег. А фонды национального благосостояния, вы сами знаете, еще размещенные в западных банках,
хоп, и кирдык, и так далее. Короче говоря, дефицит бюджета 3 триллиона — это только начало. Мои тревоги связаны с тем, что как бы мы ни получили в 2023 году гораздо больший дефицит, ну, например, там 6-7 триллионов рублей, и тогда будут совершенно другие параметры бюджета. И моя тревога связана именно с тем, что это не последний проект бюджета, который утвердила Государственная Дума. На фоне сообщения Путина о частичной мобилизации за несколько минут, представляете, за несколько минут все прямые билеты из Москвы в Стамбул и Ереван были раскуплены этим утром. Так сообщают средства массовой информации. Но вы знаете, утром люди начитались новостей, комментариев вот этих, да, испугались, встревожились, не на шутку, кстати. Ведь у многих людей мобилизация или там частичная мобилизация — это была так называемая красная черта, после которой многие люди решили для себя, что они начнут тревожиться, когда будет такая красная черта. Таким образом, многие люди спасались от повышенной тревоги и стресса. Психологи так учат, что, чтобы не реагировать на каждый инфоповод, проведите воображаемую красную черту, после которой вы начнете беспокоиться. Вот сегодня эта красная черта у многих наступила. Это просто гигантская паника. Если вы сейчас зайдете в сеть и почитаете ленты, там просто главное в такие моменты, в такие ситуации либо замереть, не поддаться вот этой панике, и вторым шагом найти своих людей, чтобы, оказавшись среди своих людей, обрести вот опять такую устойчивость, стабильность, способность принимать адекватные, взвешенные решения. И поэтому 1 октября мы соберемся на огромный слет, так и будем называть его, «Сила сообществ», где я, Игорь Рыбаков, Оскар Хартман, мой друг, партнер, и еще десятки спикеров в течение 12 часов мы будем поддерживать друг друга, да, простраивать новые партнерские связи, да, так, чтобы мы с вами жили, в реальности, лучше других выживали и переходили к процветанию даже вот в этой неопределенности и так далее. Приходите 1 октября на слет «Сила сообщества», билеты еще есть, но их остается все меньше и меньше, ссылка здесь в описании. Поступает ряд тревожных сообщений, и это не просто тревожные сообщения, а факты. В Турции 2 банка объявили о том, что они больше с платежной системой МИР не работают. Банки Вьетнама, банки Казахстана отказываются работать с платежной системой МИР. Как вы помните, весной предполагалось, что платежная система МИР будет работать во многих странах. Но вот все больше и больше сообщений, что МИР не работает или МИР плохо работает. А все это почему? Да потому что Америка, да, предупреждает все эти банки в этих странах о риске наложения вторичных санкций. То есть если вы, мол, будете использовать платежную систему МИР, да, то мы вас того. В результате все боятся, испугались и вот говорит, мир нам не нужен. Сегодняшнее заявление Путина, да, о частичной мобилизации, конечно же, спровоцирует увеличение давления недружественных стран и давление на все дружественные страны. Это факт, это уже стало происходить. Вот, поэтому, друзья мои, если вы путешествуете куда-то, берите с собой налик, старый добрый налик, да, кэш с булавкой и так далее. Ну и еще, те, кто все-таки хочет или привык расплачиваться картой, в Казахстане, в Армении, там, в Турции, там, в Узбекистане вы все еще можете оформить карточки, которые будут работать по миру, да, даже в недружественных странах. Но эта тема все больше и больше закрывается, потому что на эти банки тоже оказывается давление. Поэтому, друзья мои, сейчас, после сегодняшнего заявления, что-то может поменяться. Я обязательно сообщу, если что-то изменилось. Вчера, на фоне подготовки к сегодняшним геополитическим заявлениям Путина о частичной мобилизации, Банк России уже заявил, что ограничит выдачу длинных кредитов и намерен вообще ужесточить требования к банкам по выдаче гражданам беззалоговых кредитов на срок более 5 лет. Вы по действиям финансовых властей можете судить вполне достоверно, да, какой макроэкономический финансовый прогноз у Банка России. Понятно, да, какой? Население будет беднеть, способность обслуживать длинные кредиты будет падать. В частности, это решение Центрального банка, конечно же, приведет к тому, что часть заемщиков перейдет в крупные государственные банки,
продолжается укрепление или огосударствление финансовой системы, что, в общем-то, вполне укладывается во все, так сказать, стандарты вот таких мобилизационных вот схем. Вообще частный сектор в условиях современной России, он становится, таким фантомным. Если государственный заказ, если ты не способен отказаться от заказа, который просит там уполномоченный, так сказать, заказчик и так далее, то весь частный сектор — это такая вот, фантом. Россия приходит к достаточно сильно регулируемой экономике. То есть регуляция, буквально в каждом элементе есть. Конечно, если это будет умная регуляция, все будет нормально, но когда она была умной? Никогда ее умной, в общем-то, не было. Всегда, когда существовал госплан, какое-то время он существовал и делал полезные вещи, а потом вредные вещи. Как долго мы сможем балансировать на вот этой ручной экономике, я не знаю. Но, во всяком случае, наблюдая за развитием экономики в России, она, в общем-то, как вот все началось после перестройки в развал, да, так это сейчас, 30 лет ручной экономики. То есть никогда экономика, в общем-то, в России и не была институциональной. Для всех, кто хочет обсуждать эту тему, пожалуйста, не на этом канале. Еще раз напоминаю, этот канал только для тех, кто хочет соединяться с реальностью лучшим образом, чтобы использовать эту реальность в своих интересах. Добра вам, мира, и давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.